Приветствую всех на моем канале. Спасибо, что заглянули. Не забудьте нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. А также нажмите колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. В данном видео мы начинаем вязать вот такую куколку. Всего будет 3 части, и в этой первой части мы свяжем руки и ноги. Эта кукла не имеет каркаса, то есть ей могут играть даже маленькие дети. Но при желании вы можете его добавить в руки или ноги. Голова куклы может поворачиваться на 360 градусов, но при желании вы можете ее пришить. Все детали, кроме головы, цельно связаны, ввязываются друг в друга, пришивных деталей нет. В рот можно вставить бутылочку или соску. Описание дано для вязания изнанкой, но если вы хотите вязать лицевой, в этом случае нужно будет немного изменить описание. Правая рука или нога будет левой и наоборот, а передняя стенка петель станет задней. Вам нужно будет самостоятельно следить за смещением, но я буду указывать те места, где предположительно нужно провязать петлю смещением. Чтобы получить миниатюрную версию данной куколки, около 8 см, вам нужно будет вязать крючком 1 мм и использовать хлопок. Тонкий размер вы сейчас видите, пряжа, которую я использую, толщину, например, это ирис гамма. В данном видео я специально возьму ниточку потолще, это тоже хлопок, его толщину вы тоже сейчас видите, и крючок я буду использовать уже 1,5 мм. Узнаем в конце, какой же рост куклы у меня получится. Начинаем вязание рук и свяжите 3 воздушных петельки, оставив небольшой кончик, он нам не нужен, мы его будем прятать. Дальше во вторую петлю от крючка провяжите столбик без накида, в третью петлю от крючка провяжите 3 столбика без накида, по другой стороне цепочки сюда провяжите в среднюю петлю столбик и в первую петлю цепочки от крючка свяжите столбик без накида. Итого у нас получится 1, 2, 3, 4, 5 и 6 петелек в ряду. Во втором ряду свяжите просто 6 столбиков без накида. У вас должна получиться вот такая деталь. Сам кончик достаточно проложить под 1-2 петлями, и он уже закрепится, и можно его отрезать. В этом месте провязываем большой пальчик, вяжем 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. Дальше со второй петли от крючка провязываем соединительный столбик, и затем 6 столбиков без накида по кругу. Получится уже вот такая деталь. И в следующем ряду нам нужно сделать 2 убавки. Провязываем столбик, убавка, столбик и убавка. Из 6 петель делаем 4. Я покажу только первую петлю, как ее провязать, чтобы пальчик у вас принял положение как надо. Вот вводим крючок в первую петлю ряда, рабочую нить перекидываем через палец, чтобы палец отодвинулся назад, и провязываем столбик. Вот таким образом. Дальше свяжите, как я уже сказала, по схеме, которую вы сейчас видите. В следующем ряду из полученных 4 петель нужно получить 8, то есть в каждую петельку мы вяжем прибавку, то есть по 2 столбика без накида в каждую петлю. Получим 8 петель. В следующем ряду еще расширяем руку и вяжем 3 столбика, прибавка, прибавка и 3 столбика. Итого у нас получится 10 петелек в ряду. И также провяжите 2 ряда без изменений по 10 столбиков в ряду. Я уже их провязала.
И в следующем ряду я буду убавлять, наоборот, руку. Это будет локоть. Для этого я провяжу убавку, убавку и 6 столбиков без накида. То есть вот в этом месте, с этого края, у нас ручка сузится. Вот так должно получиться. И в следующем ряду вяжем наоборот. Там, где у нас были убавки, мы делаем прибавки. Вот в эти 2 петли по прибавке и 6 столбиков без накида. Получим 10 петелек в ряду. В следующем ряду нам нужно связать с этой стороны прибавку, а с этой убавку. Поэтому вяжем 1 столбик без накида, прибавка, 4 столбика, убавка и 2 столбика останется. Количество петелек не изменится, будет также 10, потому что мы связали и прибавку, и убавку в ряду. Следующий ряд в этой руке последний, надо просто связать 10 столбиков без накида, без изменений, но при этом шестую петельку отметьте другой ниточкой, например, другого цвета или маркером специальным. То есть провяжите 6, отметьте и провяжите еще 4. То есть вот эта петелька вот в этом месте должна быть отмечена. Ниточку нужно будет обрезать, оставить небольшой кончик, чтобы не распустилась. И дальше нужно связать вторую руку. Вторая рука, в принципе, вяжется аналогично, только пальчик меняет место, переходит на эту сторону. Вы сейчас увидите схему второй ручки, свяжите ее самостоятельно. И мы переходим к ножкам. Примерно такие руки у вас должны получиться, плюс-минус смещение. Пока их откладываем в сторону, чтобы у нас расфокусировки не было. И начинаем вязать ноги. Ноги мы начинаем вязать с 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. Я также покажу одну ногу, вторую свяжите самостоятельно. Со второй петли от крючка вяжем столбик, столбик, 3 столбика, по второй стороне столбик, столбик и столбик в третью петлю цепочки. Итого получится 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. В следующем ряду свяжите прибавка столбик 4 раза. Итого получится 12 столбиков в ряду. Должна получиться вот такая деталь. Это плоская деталь должна быть. И это та часть ступни, на которой кукла стоит. Теперь будем подниматься вверх и вязать ногу. И для этого мы будем вязать только за внутренние стеночки, за передние. Вот эти вот. Чтобы вязание у нас развернулось на 90 градусов. Просто провяжите 12 столбиков без накида за одну стеночку, вот эту. Вот так вот. Я провяжу один и самостоятельно довяжите этот ряд. Такая деталь получается. И в следующем ряду нам нужно с одной стороны сужать, чтобы придать форму ноги. Здесь у нас будет пятка, а здесь носочек. Поэтому сужать мы будем с этой стороны. Провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее делаем убавку из 3. Следующие 3 петельки провязываем убавку. Следующие 3 петельки тоже провязываем убавку. И оставшиеся 3 петельки провязываем просто столбиками без накида. Итого у нас получится 3,
1, 1 и 3. 8 столбиков в ряду. Получится у вас вот так. В следующем ряду немного расширяем нашу ножку и будем вязать 2 прибавки с этой стороны и с этой стороны ножки. Итого получится 3 столбика, прибавка, 3 столбика и прибавка. 8 петелек. Вот так выглядит ножка на этом этапе. В следующем ряду мы довольно сильно прибавляем. Сразу 4 прибавки в ряду. Это 6-й ряд. Схему вы сейчас видите. Сбоку на экране не буду проговаривать. Думаю, и так все понятно. И 7-й ряд мы делаем прибавку и 13 столбиков без накида. Провяжите эти 2 ряда. На данном этапе эта ножка немножко мне напоминает валенок. Вот так вот должно у вас получиться. В следующем ряду мы сделаем 2 убавки. Убавки будут со стороны пятки, с задней стороны. Мы провязываем убавку 11 столбиков и из 2 последних тоже убавку. Это будет 8-й ряд. В 9-м ряду мы начинаем вывязывать коленку. Там будут убавки тоже, чтобы сузить. И вот с этой стороны будет 3 столбика в одну петлю. Это будет коленка. Схему вы видите, провяжите эти 2 ряда. После этих 2 рядов у нас ножка выглядит теперь вот так. Вот здесь у меня почти по центру, посередине, вот эти 3 столбика в одну петлю, коленка. Дальше вы сейчас видите 2 следующих ряда. Здесь все просто. Мы продолжаем вывязывать ногу фигуристую. Увеличиваем сначала до 13 в ряду и увеличиваем до 17 в ряду. 2 ряда провяжите. После этих 2 рядов ножка должна получиться вот такой. И обратите внимание, что расширение ноги идет с одной стороны. Вот здесь мы навязали прибавок, и сзади тоже с этой стороны мы вязали в последнем ряду просто столбики. Это у нас правая нога, и это идет расширение бедра. Здесь будет вот так вот закругляться попа потом. А здесь это между ножками, здесь более ровно идет нога. Вторая нога у вас должна получиться симметрично, то есть расширение будет с этой стороны. Следующие 2 ряда. Нам осталось всего 2 ряда до конца вязания ноги. В следующем ряду мы делаем прибавку и 16 столбиков, увеличивая до 18. И последний ряд. Вы сейчас видите описание и видите, что другим цветом выделена одна петля. Ее нужно снова пометить контрастной ниткой или маркером. В нее мы будем потом ввязывать, соединять ноги. Также вы сейчас увидите схему второй ножки. Она вяжется симметрично. Я думаю, проблем тут не возникнет. Просто следуйте этому описанию и свяжите вторую ножку. Вот так выглядят 2 ножки. Вот вы можете видеть, что они симметричные. Расширение у них и сужение с разных сторон. На второй ножке ниточку обрезать не нужно. Мы продолжим ей вязать. Соединим ножки, свяжем попу, животик и так далее. Вяжем руки и довяжем куклу до конца в следующем видео. Поэтому переходите по ссылочке, которую вы сейчас видите вверху экрана, на второе видео. Всего их будет 3. Третье будет это голова. Если есть желание уже набить ножки, то имейте в виду, что вот эта часть должна остаться плоской, потому что если связать туфли или сапоги или любую обувь на плоской подошве и укрепить ее, то куколка в принципе стоит даже без каркаса. Здесь, соответственно, набивается совсем чуть-чуть, здесь побольше. Можно сделать ярко выраженную коленку, вот сюда посильнее набить.
и до конца ноги. Я набиваю потом уже, когда у меня уже будет попа, чтобы наполнитель не вылазил и не мешал мне. И до встречи в следующем видео.